Откуда рыба в Подмосковье? Где брать, если магазину есть невозможно? Мысли вслух. Что мешает завести YouTube-канал? Психология. Без посудомойки как без рук. Чиним, не починим. Представители южноамериканской фауны в снегах под Москвой. Рыбинское водохранилище. Рыбинская, там прям чистое все, да? Да, там это самое лучшее. Ну, у меня вот все. Юлька постоянно, Анжелка постоянно. Анжелка вообще никогда не ела рыбу. Только я ее приучил к ней. Да? Да, Ну, вот мы, честно говоря... Судак, налим — это ее любимые вещи. Да? Юлька у меня все берет. И судака, и вот такую, вот, смотрите, вот копчушка. О, красивая какая. Вот, Да. еще есть, если пиво любите. Ничего себе, Вот какая такая, вот красавица. такая. Да? Это чехонь вяленая, О, хочешь? свеженькая. А вот это вот такой, посмотри, какая, я даже ни разу не держала такую здоровую. Нездоровая. Это не здоровая еще, да? Вот щука, вот. Ну-ка. смотрите. О, Два раза да. больше стоит. Да. Лещи вот такие у нас водятся. Сейчас я смотрите, Так, а вот еще судак, да, здесь? Да, судачок там. Да, вот смотри, какая красивая. Это у нас что, судак тоже, да? Нет, это жерех. А, это жерех. Ага, я еще тот Хищная. специалист. Отличная. Вот такие лещи водятся. Ох, ничего себе, какой крутой. Это не крутой, это такой средненький. И вот такие крутые. Ага. Когда там 4-5 килограмм, вот это крутые. Вот такую штуку. Ого, ничего себе, какая красота. Ну-ка, встань, Денис. Вот это да. Ого. Это что такое, такая красотища? Это соп. Сон, да? Сколько он килограммов вытягивает? Этот 8,5. Ничего себе. Ух ты, красавчик, красавчик. Сторожил, да? Нет, Нет? самые бывают до 300 килограмм. А, килограмм. А я имею в виду, а сколько это возраст ему? Да этому, да не знаю, года 4-5. А жерех, скажите, там много костей вообще? Просто на Значит, будущее так. смотрите, Угу. у жереха, у такого крупного жереха, в основном кость идет вот здесь. У него как у леща две вилки, такая вилка, а у жереха такая троячная. Вот, но если рыбу кушать не вот так, а вот так, то тогда вы просто на косточку попадаете, вытаскиваете и продолжаете кушать дальше. А давно рыбалкой занимаетесь? Всю жизнь. Всю жизнь? А как получилось, что первый раз как начали ловить? Как родился отец, взял на рыбалку. С детства, да? А вы где-то рядом жили с водоемом? Здесь. А, здесь? И так полюбили, Это да? вы сюда к нам приехали? Да. А я тут местный. Да? В Или вы основном север? Рыбинское, Селигер, Вилье. Это мои вот любимые места. Мгм. А так, хотелось бы в Карелию попасть, но пока никак. Хотелось бы на Байкал попасть. Хотелось бы в Якутию попасть. На Енисей. Вот самая рыбалка — это Енисей. Лена, Пиртыш. Вот это рыбалка. Вот это рыба. Вообще, вот все говорят, что вот по Москве все торгуют, ну, рыба есть, да, там судак, щука, все. В основном идет Астрахань и Азов. Вот, или Волга, Нижний Волгоград, вот эти вот все дела. Но сравнить северную рыбу с южной рыбой невозможно. Сом южный пахнет, щука южная пахнет. Ну, имеет привкус затона теневой. Вот. А северная рыба, поскольку вода постоянно холодная, в основном все истоки рек. Если озера, то глубинные, там до 50-60 метров глубины. Вот, вода холодная, родниковая и проточная, поэтому рыба отсутствует запах. Ну, не практически, а отсутствует. Потому что сколько народу я говорил, там, что сом, он пахнет, ой, щука пахнет. Наша не пахнет рыба. Так, дети уже в саду. У меня обычная жизнь домохозяйки на данный момент. Каждое утро это развешивание белья. Вот так странно я это делаю в центре комнаты. Но сейчас объясню почему. И на решетке. Почему бы не повесить, казалось бы, на веревку какую-то специальные вешалки. Но просто потому, что на решетке оказывается гораздо удобнее, когда у тебя есть дети. Во-первых, эту решетку ты можешь потом выставить на улицу, где белье хорошо проветрится, выветрится запах порошка. А потом занести ее и поставить в детскую комнату возле кроватки. И белье увлажнит воздух. В принципе, это знает каждая мама.
Пока развешиваю, хочу поделиться с вами мыслями по поводу первых роликов. Оказывается, очень большая проблема начать делать собственное видео. Я думаю, многих посещает эта мысль создать свой канал, что-то снимать. Но первое, что останавливает? Останавливает, ну как же, ой, как я плохо выгляжу в кадре. Что же, как же с такой рожей-то, да в калашный ряд. Потом вопросы. Да у меня тут такой бардак, да что ж я людям буду показывать, какие у меня тут, а как одеваться, а как я своих детей буду показывать. Мне кажется, все это ерунда, конечно, если вы хотите снимать, то люди как раз и будут ценить вас за то, что вы без прикрас показываете, делитесь моментами своей жизни, и всем интересно смотреть на таких же людей, как они. Ведь у каждого из нас на кухне не все идеально вылизано. Не хватает времени убрать вовремя детские игрушки или еще что-то. Да это и не должно быть. Жизнь, она ведь и есть жизнь. Ну а теперь мне очень удобно. Здесь прямо из комнаты можно выставить на террасу белье. Никуда ходить не нужно. Все, комната наполнилась свежим морозным утренним воздухом. Очень удобно, когда мне нужно будет, я ее занесу через несколько часов и поставлю возле батареи, за полчаса все высохнет. Поломалась посудомойка. Обзвонил мастеров, говорят о том, что приедем, возьмем, сначала проверим, определим неисправность, потом отвезем, привезем запчасти, починим, все это затянется на месяц. Вот пришлось лезть самому. Залез, прозвонил цепи, обнаружил, что сгорел тен. От времени, за 3 года эксплуатации, он здесь вот чуть-чуть проржавел и сгорел. Съездил в Москву, за 3500 купил новый, поменял, не работает, пишет другая ошибка. Ошибка теперь перелива. Вот. Сейчас необходимо чинить другое. Жена сказала, если до вечера не починишь, будешь месяц мыть посуду сам. Вот. Ковыряюсь. Починить пока не получается. Позвали на помощь соседа. Когда посудомойка работала, я думала, ее так хлопотно загружать и долго доставать из нее посуду, что проще руками помыть. Но сейчас ответственно заявляю, без посудомойки, как без рук. Времени на мытье вручную тратится очень много. Ситуацию усугубляет то, что мы не в городе. Сервисов нет, так как нет запчастей. На нашем опыте можно сделать вывод, лучше покупать технику известного производителя. Мы купили No Name, и прослужила она всего 3 года до поломки. Если ошибаюсь. Такой хороший день, надо детей пораньше забрать из сада, съездить в ближайший зоопарк, познакомить их с экзотическими животными Южной Америки. Вот такие пейзажи у нас на Клинско-Дмитровской гряде. Здесь и основные горнолыжные курорты. А вот и красавицы, к которым мы в гости едем. Вот они, южноамериканские представительницы семейства верблюдовых. Ой. Видит морковку. Кто это, Лада? Кто это? Верблюд, думаешь? Ты думаешь, что это верблюд? Ну-ка, похож, красотуля, да? Похоже. Ну-ка. А это кто? Ой. Ой, красотулечки. Дадим кушать. Давайте, Ой, давайте. Дим, и Да. тебе дадим. И тебе дадим. Тебе дадим. На. И тоже тебе дадим. Понятно? На. Давай. Подходи, давай. Привет, ламы. Привет. Ой, ты, господи. Вот тот самый тезис про то, что верблюды умеют плеваться. Видите, он... Держи, держи, ты самый жадный, да? Вот верблюды плеваться умеют. Видите, как он плюнул? С детства мне рассказывают о том, что нельзя верблюдов злить, потому что они плюются. Так вот, ламы, оказывается, делают это точно так же. Не зря они к семейству верблюдовых принадлежат. Ну, давайте им дадим по маленькому кусочку. На. Эй, на.
Опа. 20 лет живут в дикой природе. Понятно, что родом они из Южной Америки. В Андах их используют исключительно как животное для перевозки грузов. Один самец может перевозить от 27 килограммов до 45. С верблюдами их роднят мозолистые подушечки на копытах и строение челюсти некоторым образом. Интересно, что в Арабских Эмиратах, по-моему, в 98 году попытались скрестить самца верблюда и самку ламы, и это удалось. Получилось животное, которое назвали кама. На, Ладуська, давай. Морковку. Держи. Только Подожди, этому ты только большому. закончик вот так. Что большому? Большому хочешь дать, да? Не, хочу. А какому? Ну кому хочешь, тому и давай, подходи. Вот, всё, видишь, ням-ням-ням зачуфанил. И я хочу еще. Видишь, кого покормила? Алинонка. Оленёнка. Ничего себе! Вот это улов! Я такой рыбины, конечно, ни разу в жизни здоровой не держала. Видите, вот она, деревенская жизнь. Здесь что радует, что всегда можно доверять качеству, потому что если это сосед, то ты знаешь, что он никогда не привезет плохое, не даст тебе, потому что живем все рядом, это не так, как в городе. Что бы ни продал, можно продать все, что угодно. Так, это что такое? Это, я так понимаю, судак, да? Вот, судак. Мы просто просили судака, и еще нам Сергей посоветовал взять налима. Вот это похоже на лим. Ну, как интересно. Надо посмотреть, что это за рыба. К семейству тресковых, говорит, относится. Речная треска. Надо посмотреть, почитать в интернете, что это такое. Очень интересно выглядит такая плоскомордая рыба. Что же мы теперь с этим всем будем делать? Даже не знаю. Недавно к нам приходили гости и решили, что будем готовить рыбу. Так я чуть со стыда не умерла, потому что никакой рыбы я не нашла в округе. Какие-то ближайшие рыбные магазины находятся возле Москвы, а у нас даже в 40 километрах от Москвы купить приличную рыбу невозможно. И я купила в каком-то магазине замороженную рыбу, постаралась найти что-то самое приличное. Ну, естественно, приличного в этих сетевых магазинах найти невозможно. Поэтому мне было потом очень стыдно. Нет, гостям-то все понравилось, но мне результат меня не удовлетворил. А щуку рекомендовали нам сделать фарш и котлеты. Ну, не знаю, будем стараться.